Салют, people! С вами Human, и сегодня пару слов о грядущих новых видеокарточках AMD. Потом посмотрим, как Epic Store решила помочь Украине, посмотрим, как Steam Deck получила доступ к облачному геймингу Microsoft, взглянем и увидим, как Яндекс продает часть себя, ну и, естественно, немножечко информации от компании Capcom, которая отказывается от рынка РФ. Итак, анализ нашего коллеги с проекта Moore's Law is Dead предполагает, что серия видеокарт AMD RTX 7000 следующего поколения, естественно, которая по предварительным данным основана на M7, может превзойти по производительности графические процессоры от Nvidia серии RTX 4000, то есть Next Gen Ada Lovelace. Да, это пока что на уровне слухов, но этот вывод M-Lead, который основан на информации, естественно, подтвержденный как минимум одной независимой утечки, о которой, собственно, мы сегодня с вами и будем вести речь. Я напомню, источник сообщил, что грядущая серия RX 7000 основана на RDNA 3 и имеет по крайней мере один SKU с двумя разными задействованными процессорами. Это 5 нанометров и 6-нанометровый техузел от TSMC. В принципе, AMD уже изменила ситуацию на рынке своими центральными процессорами, ну, естественно, благодаря своим Ryzen на той же базе MCM. И, похоже, красные вновь хотят повторить этот трюк, но уже с графическими процессорами. В то же время, второй источник под ником Allrack утверждает, что графические процессоры RDNA 3 могут иметь в себе 15360 ядер. И если это так, то сие было бы значительным шагом вперед по сравнению с 5120 ядрами RX 6900. Нехило это в 3 раза. То есть, грубо говоря, если AMD будет использовать подход MCM, то она с легкостью может обойти Nvidia с точки зрения энергоэффективности. Именно энергоэффективности, а в контексте абсолютной производительности, ну здесь, конечно, уже вопрос. Тем не менее, с тех пор, как Лиза Су заняла свое место в AMD, компания в большей мере сосредоточилась на том, чтобы занять нишу в области именно графических процессоров. И не просто в видеокартах, которые только заточены на там AAA проекты или еще что-то, а вот именно ориентирование на массовый сегмент. И вот тут та сама соль. С приходом RDNA 3 все это может измениться, и видеокарточки могут выйти на high-end уровень. И для любителей скидок, игр и софта на сайте CDK Offers можно купить винду со скидкой. Добавляем в корзину, вводим промокод HUMAN для доп. Скидки, бум, цена еще ниже на 20%, оплачиваем через любую удобную систему, вводим ключ, пользуемся, профит. Все ссылочки в описании. В то же время 20 марта Epic Games объявила о намерении пожертвовать все доходы от Fortnite в течение последующих 2 недель. Естественно, все это на гуманитарную помощь Украины. Период следующий, с 20 марта по 3 апреля. Все доходы уйдут в гуманитарку. Также и Microsoft согласилась принять участие и перечислить всю свою чистую выручку от Fortnite, полученную через Microsoft Store за тот же период времени. Все деньги пойдут организациям по оказанию гуманитарной помощи. Это у нас Direct Relief, UNICEF, Всемирной продовольственной программе ООН, также известная как UNWFP, и агентству ООН по делам беженцев UNHCR. У самих же эпиков есть, скажем так, фак, то есть вопрос-ответ и все остальное по этой программе, поэтому кто заинтересовался, может и чекнуть самолично. Итак, The Verge сообщает, что Microsoft добавил поддержку Xbox Cloud Gaming в Steam Deck в бета-версии браузера Edge. Пользователю просто нужно провести определенные манипуляции с командной строкой, и после чего он сможет играть в тот же Halo Infinite и другие игры в любом месте, где есть достаточно быстрое подключение к интернету. Более того, в последние дни компания Microsoft уделила много внимания поддержке Steam Deck. Помимо именно поддержки потоковой передачи игр, компания описала о первой поддержке игр для портативного устройства Valve со словами, что такие игры как Deathloop и Psychonauts 2, они проверены на правильность воспроизведения. Что конкретно они имели в виду, честно говоря, не совсем понял, но тем не менее. И кроме того, Valve включила базовую поддержку Windows, выпустив соответствующие драйверы. И неудивительно, что Microsoft поддержала Steam Deck, несмотря на использование платформы на базе Linux. Ну, потому что Microsoft не только зарабатывает деньги на подписке Xbox Game Pass Ultimate, но и мягко принуждает пользователей использовать Edge и игры, которые без него могли бы просто проигнорироваться. Так что, если даже компания может потерять на продажах Windows, она, в принципе, способна компенсировать массовое использование своего браузера и игрового сервиса. Компания Яндекс выпустила официальный пресс-релиз, в котором подтвердила, что рассматривает возможность продажи своих сервисов. Это Яндекс.Дзен и Яндекс Новости. В заявлении говорится, что компания Яндекс NV, это так скажем международная часть Яндекса, изучает различные варианты, включая продажу для своего сервиса агрегирования новостей и информационно-развлекательной платформы Дзен. В принципе, и ранее сообщали, что компания намерена сосредоточиться на работе над другими направлениями бизнеса, которые также связаны с технологиями. В их числе в списке реклама, технология
автономного вождения, облачные сервисы и так далее. Другими же направлениями являются транзакционные сервисы, под которыми компания подразумевает доставку, такси, каршеринг, электронную коммерцию, потоковое аудио и видеосервисы. Ну а ранее руководитель Дзена на встрече сотрудников заявлял, что ключевой причиной для продажи Дзена и новостей является то, что в нынешних условиях они неизбежно политизируются, и в таких условиях развивать их крайне сложно для компании. Ну и крайняя новость на сегодня, она касается компании Capcom. В итоге японский издатель и разработчик вслед за другими крупными компаниями приостановил продажу своих игр в сервисе цифровой дистрибьюции Steam на территории России. Ограничение затронуло такие крупные франшизы, как Resident Evil, Monster Hunter, Devil May Cry, Street Fighter, Ace Attorney, Onimusha, Mega Man, Dead Rising, Lost Planet и Bionic Commando. Кроме того, из продажи в российском Steam пропали не успевшие превратиться в серии Okami, Dragon's Dogma и Remember Me, а также различные сборники и ремастеры. И, кстати, по состоянию на данный момент Capcom не сообщала о прекращении продаж своей продукции в России. Однако японские компании и издательства это не особо часто и практикуют. К слову, если что, это может касаться той же Sega, Sony Interactive Entertainment и Square Enix. Такие вот пироги. Ребятки, отдельно спасибо вам за донаты. Это касается особенно ребят, которые сделали их недавно: Окинава, Василий и Коля. Спасибо вам за подписки на Boosty, что поддержите проект материально. И спасибо тем, кто подписался на Patreon. Ценю это безмерно. Но с вами, как всегда, был Human, и как всегда, если есть возможность, кайфовой вам игры.